Кофе сменили на воду, и пока меня несет, продолжаем снимать видео. Что делает препарирование? Один раз попрепарировала труп, и как понеслась энергия. Поговорим мы сегодня еще поговорим о правилах внешности в медиа. Очень много вопросов по поводу моих ногтей и вообще внешности. Как я уже поняла, скорее всего, отличаются правила, но, наверное, не очень сильно от России. Я буду сейчас говорить за правила все-таки в Германии, их я знаю уже и в клинике, как бы в самой больнице, и не в больнице. Насчет Венгрии пока я вижу, что, в принципе, правила такие же, если потом через 2-3 года я что-то новое узнаю, я вам еще дорассказываю. Давайте так, я просто это назову правила в меди в Германии, но вообще, мне кажется, это в большинстве стран Европы, они одинаковые. Ногти. Почему я до сих пор с ногтями? Я на первом курсе, да? И почему это можно? Все из-за причины, почему вам, в принципе, потом в будущем нельзя длинные ногти. Во-первых, эти ногти не считаются настолько уж длинными, да, то есть они не рвут перчатки, это не нарощенные ногти, да, то есть это свои ногти, это не, знаете, вот такие, которые есть огромные, нарощенные, очень острые, там, всех цветов радуги. Почему вообще нельзя длинные ногти в мединституте? Нельзя, потому что они могут порвать перчатки, когда вы препарируете, и все в этом роде. Очень длинные ногти. Это в самом институте. После институтов, точнее, на каком-то курсе института вы идете в больницу на практику. Там ногти нельзя почти совсем. Почему? Правило. Почему девушкам нельзя яркий макияж и длинные ногти? Во-первых, тоже удобство. Посмотреть пациенту, например, рот, глаза, уши, чтобы, не дай бог, не уколоть, не навредить, гинекология, да, да, проктологи, в общем, все в этом роде, вы не должны навредить пациенту, да, и очень, тоже, опять же, не порвать перчатки, вам должно быть удобно брать быстро приборы, какую-то микро работу делать, да, то есть ногти в этом длинные, очень длинные ногти будут мешать. Почему студентам нельзя, ну и врачам, лак и, скажем, ну вот эти ногти попросили бы уже наполовину, то есть не под корень, но наполовину все-таки подрезать, а цвет маникюра изменить на более прозрачный, то есть можно шелак, можно гель-лак, но полупрозрачным, чем прозрачнее, в общем, тем лучше. Почему вас просят это делать? Чтобы видеть вашу ногтевую пластину, чтобы не было грибка, какого-то заболевания, ваши руки должны быть здоровые. То есть перед тем, как вы идете вообще на практику в больницу в Европе, вы идете, хоть вы уже сдавали все анализы, у вас все прививки, вас еще раз гоняют на анализы и прививки, да, чтобы узнать, что вы здоровы. Естественно, волосы, кожа, оно как-то сразу видно, даже если у вас макияж, все равно, да, какие-то, не знаю, прям язвы, они бы были заметны даже с тональным кремом, ну, к примеру, да. Ногти, если они покрыты черным лаком, красным лаком, и у вас, например, грибок, то его видно не будет. Поскольку гель-лак и нарощенные ногти сравнительно появились недавно, ну, в истории, да, в начале, когда они появлялись, очень многие женщины, они часто делали, мастера плохо делали. И если вы знаете, да, грибок, плесень даже заводились под ногтями. Поэтому яркие лаки, либо гель-лаки, либо нарощенные ногти, конечно, нельзя. Почему нужно короткие ногти? Один аспект — это практическая составляющая, и второй аспект — это, конечно, грязь под ногтями. Чем короче ногти, тем, во-первых, меньше там грязи, и тем лучше, когда вы заходите в Европе к каждому пациенту перед комнатой пациента, и ваш кабинет всегда дезинфикатор для рук. Вы всегда дезинфицируете руки, когда вы ходите тоже, и чем длиннее у вас ногти, тем считается, тут все равно вы плохо дезинфицируете, и что-то скапливается. Поэтому, вот, скажем, половину этой длины и более прозрачный лак без проблем.
То есть я не знаю, как это аргументируют в России, но здесь это аргументируют двумя факторами, да, это чтобы было удобно, вы не навредили пациенту, и это чистота. Если длина ваших ногтей и цвет вашего лака, оно удовлетворяет эти два аспекта, в принципе никакой проблемы, то есть нету такого... Никакого лака и под корень ногти. Зачем, если там небольшой ноготок, я все равно смогу хорошо дезинфицировать, да, ручки. И если у меня почти прозрачный гель-лак с небольшим розовым оттенком, кому он мешает? Вы все равно видите мою ногтевую пластину. То есть тут, мне кажется, если вот совсем прям говорят, вообще никакого лака, полностью отрезать, это просто уже злые люди, которые хотят девочкам испортить настроение. По крайней мере, так в Германии. Я слышала, что в Венгрии чуть-чуть построже. Посмотрим, когда пойдем в клинику. Пока, по крайней мере, мне ничего насчет ногтей не говорят. Внешний вид. Макияж. Давайте перейдем к макияжу. Макияж в Германии был... Вообще немцы не очень красятся. Не очень ярко красятся. Поэтому, в принципе, ни у кого такой прям проблемы не было. Были те девочки, конечно, которые там и стрелочки, более сильный контуринг, и более яркие губы, в этом никакой проблемы не было. В больнице я видела докторов, особенно на всю больницу была одна доктор, не знаю, некрасиво говорить доктор, просто там все мои способности русского языка всегда критикуют, отстаньте. В общем, она всегда ходила, знаете, вот с таким египетским силуэтом, вот тут была такая черная подводка сделана вот так, тут закрашена синим, то есть, в принципе, ну, естественно, все это считали странным, но никто ничего не говорил, но вот правило, что доктору нельзя прям такой сильный макияж или студент, нету, просто это не делается тоже из соображений такого практического характера. Если вы где-то стоите и долго там смотрите, как студент, на операцию, которая там, на какой, например, я совсем не участвовала, в урологии просто стояли сзади. Это говорю, как будто я в какой-то участвовала. И имеется в виду, когда вы вот даже близко как-то не стоите. Вот в урологии я как-то очень далеко стояла почему-то. Ну, неважно. То есть, во-первых, вы потеете, долго стоять трудно, вам нужно и сконцентрироваться, и чтобы вот это вот все не текло, у вас белый халат, то есть вот так сделать, это тут уже весь макияж, да, тушь, чтобы не текла, все равно макияж, он в течение дня двигается, чем он ярче, тем больше он плывет и остается на чем-то. Поэтому, естественно, как-то врачи сильно не красятся из этих побуждений, чтобы вот в конце дня у вас тут вот такая панта не была, хочется выглядеть симпатично, а не делать хуже. Естественно, смотря от того, какой вы врач, да, если вы семейный доктор, то, наверное, тогда можно, у них там рабочий день с 8 утра до 4, с 3-часовым перерывом, ну, в общем, вы поняли. В основном считается, да, что макияж, он может быть... А многие девочки тоже не делают из-за халатов, например, очень часто, когда мы были в белых халатах, и у тебя пудра или тональный крем очень плотные, и ты еще их выводишь, знаете, на шею, да, чтобы соответствовал цвет, то всегда, естественно, халат засран, и тогда все видят, что у тебя макияж. Иногда даже, вот, например, у меня он, в принципе, не яркий, но когда мы сильно уставали, мы могли друг другу, знаете, голову положить на плечо, все, поднимаешь голову, тут уже у кого-то твое лицо. Мальчик, с которым, ну, как бы мы были друзья, я такая, второй раз захотела, куда ты, мне надоело халат мыть, отстань, уйди отсюда, не надо. То есть, да, макияж можно, его не запрещают. Единственное, что когда вы идете в клинику, если там девочка, у нее прям, знаете, это год лук, черные глаза, черная помада, врачи просят... немножко убавить левел, потому что, знаете, из серии шутка, вы зайдете к бабушке в палату, она уже умрет, потому что подумает, что за ней смерть пришла от страха. Поэтому так делайте, типа, чтобы бабушек, дедушек, детей не пугать, так, чтобы ваш макияж у большинства людей не вызывал страха, да, и особенно там, если это дети, либо старые люди, пожалуйста, как-то так, чтобы они реагировали нормально на это. Волосы. Волосы надо закалывать, если вы идете в больницу.
Если у вас, естественно, они длинные, если у вас короткие, то как-то немножко тут заколоть. Почему? Потому что обычно всегда наклоняетесь к пациенту, некрасиво. Вот вы к пациенту наклонились, и ваши волосы вот так вот его лицо там как бы задели. Либо он может, там у него, естественно, чем-то болен, он в больнице, да. Вы наклонили, все, бактерии на волосах, тут волосы попали, тут немножко его слюня на ваши волосы попала, даже там то, что вы не видите и не чувствуете, но оно есть. Из этих соображений, конечно, волосы нужно закалывать, когда вы на приеме сидите, то есть это когда вы сидите так, пациент заходит, и он как бы на другой стороне стола сидит за столом, да, то есть вы можете распустить волосы. Но когда вы идете непосредственно в больницу смотреть пациентов, которые лежат в постели, закалывать волосы надо. Это, опять же, гигиена, это удобно. Я даже не знаю, хотелось бы кому-то из врачей вот так вот девушкам с волосами ходить. Это неудобно. То есть я тоже не могу представить. Там ты нагнулся, извините, конечно, как это на русском, в общем, где моча, да, пациента, это надо отодвинуть, тут еще там гной пациента. Самой не хочется, чтобы волосы, не дай бог, туда или туда попали. Ну и вообще, если вы просто заходите, да, тоже к пациенту на перевязку или что, ну неудобно, в общем. Волосы нельзя. В институте можно, потому что, то есть очень сильно правила отличаются от того, когда вы в аудитории, и от того, когда вы в больнице. Не в анатомке, но в анатомке мы тоже все закалываем волосы, просто потому что мы тоже не хотим, чтобы они попали в труп. Та-да! Макияж, волосы, внешний вид, одежда. Тут особых правил нет, потому что, когда вы в больнице, вы все равно в халате, когда вы в институте, ну, как бы в зале лекций, всем плевать. Очень... То есть в Германии, в принципе, профессора, ваш внешний вид, как вы одеты, это не сильно сказывается на том, как они вас будут на экзамене воспринимать. Больше, наверное, ваше поведение и то, как вы учитесь. А то, как вы самореализовываетесь, да, как вы одеваетесь, это уже лично ваше. Поэтому... Единственное, что мало кто, конечно, в больнице, например, я знаю, в России многие девочки на каблуках. Вот когда они в приемной, я видела, нельзя. Звук, не дай бог где-то подскользнетесь, шпилька вообще нельзя, небольшой каблук можно, но только в приемной. Опять же, когда вы уже идете непосредственно к пациентам, вы переодеваетесь в специальную больничную обувь. Если вы в кабинете, который как бы не заходит глубоко, так скажем, в больницу, да, вот такая приемная, где просто вы целый день сидите на одном месте, и к вам заходят пациенты, там можно в обуви, которая вам хочется, но тоже не шпильки. А когда вы уже заходите в палату к пациентам, у некоторых врачей есть сменная обувь не такая прям больничная, знаете, операционная, а более посимпатичнее, такие балеточки какие-то на совсем небольшом каблучке, тогда да. Но опять же считается, что поскольку больные, поскольку у многих головные боли, мигрени, больницы, стресс, все равно вот это цоканье каблуками по коридору, оно вызывает лишний страх. То есть человек уже такой лежит, идет врач, и вот он, знаете, ой, врач, еще, может, какая-то процедуру вы должны неприятную, да, сделать, может, вы определенную перевязку, которую медсестры не могут сделать, может, просто человек боится врачей, очень многие просто боятся врачей. Для них медсестра делает намного больные вещи им, но они такие, ой, медсестра нормально, врач идет, ну все, зопа. Поэтому считается, что это может отдельно еще провоцировать у пациентов неприятные ощущения, да, вот это вот цок-цок-цок, в один кабинет, знаете, как фильмы ужасов, следующее я, все. Считается не очень. Опять же, смотря на какой станции вы работаете, да, если это интенсивная станция, опять же, тоже не надо, чтобы кто-то цокал. Если это более-менее такая приемная, да, где иногда вы поднимаетесь на второй этаж, где стационар, внизу амбуланс, то тогда можете там на свое усмотрение, тоже каблук не очень должен быть высокий. В самом институте ходите как хотите, всем на вас плевать, на ваш внешний вид. Главное, чтобы вы учились, а все остальное уже это как бы потом придет. Так, внешний вид. Одежда, волосы, макияж, ногти. Что мы еще... что нельзя делать правила? Вот то, что мне интересно у вас тоже спросить. Я очень часто вижу из России у студентов
фотографии я в операционном зале. И там прям, ну, как бы на заднем этом операция идет. То есть попадает человек в кадр. Я еще там, я вот с пациентом. Короче, в кадр попадают пациенты в Инстаграме. Особенно меня убивает операция. И все равно, да, когда попадают пациенты в кадр, это очень плохо. Или даже в анатомке, да, фотография всей группы, анатомка, и там, например, лежит труп. Здесь с этим, вот вы мне тоже писали, поснимай в анатомке. Не имею права. В Германии очень с этим строго в анатомке. Вот вы как заходите, даже там, где вы уже переодеваетесь, уже вам написано везде оставьте телефоны. Нельзя. Почему? Потому что трупы, которые здесь, по крайней мере в анатомках, да, это люди добровольно на это пошли. Они согласились, они подписали специальную бумажку, где написано, что после смерти они отдают свое тело на научные цели. Конечно, там не было написано тупым студентам, но они, может, там представляли, что, не знаю, ну, кому-то, в общем, другому их тела дадут, там, ученым, но получилось тупым студентом. Неважно. В Германии даже у нас был целый урок до того, как мы начали, про то, что все родственники этих людей, они про это знают, люди подписали эту бумажку, так что мы должны с уважением к ним относиться. И никто из них не хотел бы, чтобы мало того, что тупым студентам дали, так еще они, эти тупые студенты, в Инстаграме фоткаются с их рукой или ногой. Нехорошо. И родственникам, насколько родственникам и так психологически трудно, что вот их там любимый человек, мало того, что умер, еще вот, ну, в общем. И когда мы закончили в Германии препарировать, институт устраивал похороны, студенты приходили и выказывали почтение этим родственникам, были там целые представления, нехорошо сказать, утренний, господи, как это во взрослом возрасте, в общем. Красивые церковные песни пели и все в этом роде, вообще выражали, да, дань уважения всем родственникам, кто пришел, говорили спасибо за это. Нельзя ни в коем случае там снимать. Это чьи-то мамы, папы, дедушки, бабушки и все в этом роде. Никто из них не заслуживает, чтобы вы с их жертвой, да, делали вот, ну, фотки в Инстаграм. Почему нельзя в больнице? Не дай бог в операционной тоже, это очень строго, потому что тоже в больницу счастливые люди не приходят. Это люди, у которых что-то болит, это люди, которые боятся, это люди, которые выглядят не лучшим образом. Давайте будем честными, когда мы болеем, мы выглядим не лучшим образом. Вот во всем этом состоянии, кому из вас хочется, что операция на вашем желчном пузыре у какого-то студента в Инстаграме была типа «я на операции, желчный пузырь». Естественно, никому не хочется. Поэтому очень строго в больнице, так, чтобы пациенты попадали в кадр, снимать нельзя. Только в кафетерии, там, где вы сидите, например, у меня была съемка сама собой, то есть я старалась так, чтобы как бы камера была направлена на меня. Но это уже как бы кафешка, там чуть-чуть правила, как это, чил. В самой больнице, когда когда я еще работала тоже там в больнице, вы могли заметить, что когда я снимала, это тоже в основном пыталась себя и окно. Нельзя, чтобы попадали даже те пациенты, которые сидят в приемной, которые там ждут своей очереди. Нельзя. Во-первых, может быть, там кто-то с любовницей пришел, может еще что-то. Больница — это не то, в общем, место, где нужно, чтобы люди попадали в кадр. Это люди, которым и так плохо, и они не хотят быть чьим-то entertainment. Это не телевизор, это не развлечение. Они приходят в 6 утра, плохо выглядят, им больно, им плохо. Какого лысого карлика кто-то должен это увидеть. Очень с этим как бы очень строго, чтобы пациенты, препараты, операции и все в этом роде не попадало ни в чей Инстаграм, ни в чей Финограм, ни на Ютуб. И даже если у вас есть какие-то истории про пациентов, например, у меня, естественно, они есть, надо, вот я всегда думаю, мы подписываем всегда бумажки, мы не имеем права сказать ни имя, естественно, ни возраст, ни время, когда это было, ни точное место, где это было, ни пол человека. То есть надо историю, ну, настолько абстрактно рассказывать, что там, не знаю, особь, Homo sapiens,
непонятно где, вот очень трудно тоже вот обходить эти правила. С одной стороны, это очень правильно, я считаю, с другой стороны, конечно, когда ты блогер, это сложно, поэтому мне очень интересно и очень странно наблюдать все студенты-медики в России, типа, это труп, это косточка, это операция, это пациент, ха-ха. Нельзя, тут вот с этим намного строже, чем с ногтями, чем с волосами, чем с макияжем, то есть как бы ваше тело и ваш внешний вид, пока он опрятный, не больной и не мешает практически, да, вашему делу, он в принципе окей. Но вот уважение именно других людей, с этим здесь очень, повторюсь, очень строго. Я не представляю, чтобы я один раз увидела у своего друга, который сейчас на практике в Германии, он был на операции. Единственная фотка, которую он смог сделать, это после операции в зале, где вот просто, уже не в операционном, знаете, где переодеваются, да, в комнате. Он просто вот такая вот фотка. То есть видно его лицо вот так. Это максимум. Даже табличка, чтобы никакая на всякий случай не попадала. Ну, таблички хорошо можно, но все равно так, чтобы никто не попадал ни из врачей, ни из пациентов. И лучше, чтобы это было, ну, вот в портрете. Все, по-другому нельзя. Я вообще офигею с этих фоток с операционных, из операционных или с трупами, я просто, или с костями. У меня просто такое покер-фейс, покер-фейс, покер-фейс. И поэтому мне странно, что мои ногти кого-то смущают после этого. Ну, в общем, такие правила, по крайней мере, были в Германии. Думаю, Венгрия не сильно будет отличаться, по крайней мере, пока не сильно отличается. А со временем с вами посмотрим. Пока-пока.